Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Тема расклада сегодня: нравлюсь ли я человеку, который нравится мне. Но сразу хочу сказать, больше здесь будет как расклад для девочек, да, для девушек, женщин. Но я больше мужчину буду смотреть. Нравитесь ли вы мужчине, который нравится вам? Но если мужчина вы смотрите, да, то немножко переделывайте на себя. Возможно, именно вот такая полная, да, общая энергия, она тоже вас коснется, и вы услышите какие-то вот ответы на ваши вопросы. Но больше, да, я буду как для женщин делать, поэтому подсоединяйтесь все, кому интересно. Вот так вот скажу. И проговорите свое имя и имя этого человека. Имя этого человека. Проговорите свое имя и имя этого человека. Нравлюсь ли я человеку, который нравится мне? Вы. Королева кубков. И он. Отшельник. Одинокий человек, да? Сейчас посмотрим. Так, что про вас карты скажут? Но вы действительно очень сильно хотите отношений таких хороших, чтобы полная чаша была, чтобы вот с цветами рядышком был человек, да? Вот такой вот. Но вы по пятерке жезлов, вы и верите, и не верите во что-то вот в своей жизни. И верите, и не верите. Где-то, да, прям вот берете в душу, в сердце хорошего, перспективного. Это самое правильное. Но есть загвоздочка по пятерочке. Вы не верите в победу, вы не верите в свою удачу. Оно, конечно, как 1%, может быть, вот, 9%, где-то так, да, от всего ощутимого. Но оно как будто действительно вот как заноза в вашем сердце. Потому что что-то были ссоры по этой карте, были ожидания, которые не оправдались. Потому что вот пятерка жезлов и шестерка. Шестерка — это уже победа, но выходит пятерка. Это значит, чего-то ждешь, но не веришь. А с другой стороны, веришь. Вот эти вот такие карты, хорошие 3. Что-то вот как 10%, 9%, 1%. Вот есть такое. Что вот какое-то вот отступление, какое-то недоверие и охлаждение ко всему бывает. То ли накатывает из-за прошлого. То, что вы пережили, то, что вы прошли, то, что вы видели, может быть, у кого-то в отношениях, да? И вот оно как накатывает. И это не каждый день, это периодами. Иногда так в зеркало посмотритесь, и все, вообще все супер в моей жизни будет. Это самое правильное. 3 карты — это много. Это много. Это хороший процент того, что вы делаете правильно, вы живете правильно. Вы очень чистый и открытый человек, руками вперед, вот как ладошки видно. Чистый и открытый человек. Вы очень много можете давать, но вам хочется и получать. Скорее всего, в прошлом, по всему вот этому вот энергетическому фону, вы не дождались от мужчины вот той ласки, вот того, как оберега от него, я не знаю, вот хочется именно этим словом сказать, как оберега, да, чтобы он вас оберегал, но не просто вот один раз там что-то помог, подсказал или там обнял, да, и все, и уже опять в своем мире живет. А вот чтобы делал свои дела, думал о своем, но всегда в его жизни, в его голове присутствовали вы. Есть такое, вот почему я тут увидела это. Я вот сейчас говорю, я как пазлы складываю. И вот я первую строчку уже сложила. Получается так, что в прошлом у вас была ситуация с мужчиной, когда он мог, не знаю, вот сказать «я тебя люблю», и обнять, и что-то сделать для вас, и цветы принести. Но это был опять же вот маленький процент. Остальное хотелось счастья, но вы его не чувствовали. Он как будто бы
Да, на работе, да, в каких-то там, не знаю, командировках, да, в каких-то еще там своих увлечениях временных, может быть, не знаю, ну, потому что если рыбалку любит, ну, почему бы и нет, да, но он вас исключал в это время из своей головы, из своей души. Вот что было, что я вижу здесь. Как будто бы он вас забывал, вас не было в его жизни, даже в голове. Вы были у него в душе, в голове только на маленький-маленький период времени. Просто само то, что если бы вы не были настолько чувствительные, но чувствительны больше, я не знаю, магию хочется даже, магическое что-то. Ну как, дар, да, дар, может быть магия, может быть просто у вас чуйка есть, может быть интуиция хорошая. Вы чувствительны не потому, что там вот, ой, там плохо и хорошо, вы чувствуете человека. И вы это понимали, а он думал, что нет, если бы вы это все вот как мимо пропускали и жили своей жизнью тоже, да, в какие-то периоды вам хорошо, в остальное оставь меня в покое, у вас бы было все неплохо. Но вы другой человек, вы человек общества, вы человек радости, вы человек будущего для своих родных. Да вы вообще, вот знаете, вот сейчас еще достану карты. Вы вообще как будто бы вот даже хотите сказать иногда, я читаю новости, я смотрю новости, и мне жалко тех людей, мне жалко тех детей, которых вы даже не знаете. У меня мурашки реально пошли, потому что я как будто бы вот на вашу волну сейчас зашла. Вы человек открытый, вы действительно вот как будто бы слишком сильно видите все в нормальном, неискаженном свете. А вот он вас считал, что вы виноваты. Это из прошлого. Это именно, это не тот, который сейчас его посмотрим. Это не тот, который пришел. А тот, который в прошлом, который до 5 довел и до 6 просто не прошел. 6, говорю, победа, все хорошее, а тут просто вот как ссоры были, разочарование где-то. И в то же время хотелось исправления, верили, что многое может исправиться. Если, кстати, есть такие вот мысли, встречу ли я прежнего мужчину и что будет, я сделаю такой расклад. Со временем оставайтесь со мной, я такой расклад сделаю. Но сейчас пока что вот о новеньком человеке смотрим, да? Но это как сигнификация, это карты описали вас сейчас. Но вы действительно как вот и да, вы иногда над пропастью можете стоять, образно говоря, вы боитесь высоты. Я чувствую это. Вы боитесь высоты. Вы боитесь глубины. Было время, когда вы не боялись, не понимали. А потом что-то пришло в вашу жизнь и вот как переломило. Вы боитесь высоты, вы боитесь глубины. Но в каких-то моментах вы стоите над пропастью и готовы помочь, вот, потому что душа плачет. Да, вы можете просто словами помогать, но небеса это видят. Небеса это видят. А знаете, небеса видят, что вы хотите, и к вам это придет. И к вам это придет. И небеса, кстати, видят, чего вы не хотите. Вот этих вот непонятно что, хаоса в жизни. Чтобы где-то подняться, где-то упасть, уже надоело. Хочется реально нормально идти. Вот такое вот ваше сейчас. Так, не убираю. Так, мужчина. Мужчина, который пришел на расклад. Ты в каких энергиях? Но здесь отшельник. Отшельник, который смотрит вдаль. Мужчина, который хочет к
Кстати, выйти из одиночества ему очень надоело быть одному. Очень. Но по вот этим, вот эта тройка жезлов, это опять же, это выход. Он хочет выйти. Но есть одно но. Что-то или кто-то его держит. Женщина и забор. Закрытость. Либо от женщины, либо... А ты что, тоже не веришь? А, он тоже был в отношениях, может быть и сейчас в отношениях, может для кого-то и так, раз она вышла. Либо очень сильно сидит в его сердце, разбитом по поводу этой женщины, и как забор сделал себе. Любовь, говорит мужчина, не всегда бывает такой, как люди хотят. Но он очень хочет ее получить. Он очень хочет быть любимым тоже. Его предала женщина. Вас судьба сведет с этим человеком. Я сейчас буду спрашивать. Но мужчина сейчас как будто бы вот в одиночестве, вот как отшельник, да, но он очень хочет. Вот я вам четко говорю здесь, я его чувствую. Он очень хочет из этого выйти. Но почему ты тормозишь? Почему ты тормозишь? Он никак не может решиться выбрать, он никак не может понять, что не все женщины одинаковые. Реально, мужчины, если смотрите, сейчас все-таки остались на раскладе, да, то вот, наверное, это даже и вы. А женщина, которая вас ждет, вот эта королева. Потому что тут мужчина вообще вот как по прошлому, как забор. Я не хочу больше в такие, говорит мужчина, отношения, как у меня были. Я верил в любовь. Да, где-то я, говорит, не отдавал себя полностью. И, говорит, я не стану этого делать, но я и не стану просить человека, чтобы он отдавал себя полностью. Знаете, есть такое еще, что в мыслях человека, кстати, рядом с вами такое было, что в мыслях человека есть, что надо отдать себя полностью, вот тогда тебя откроют. Нет, этот мужчина, который вот на вас смотрит, он знает вас. Ну и вы его знаете. И он говорит, что нет, так не надо. Себя полностью отдавать не надо, потому что я тоже этого не хочу просить. Он хочет естественности. Он хочет наконец-то, чтобы какая-то театральная деятель ушла из его жизни навсегда. Правильно я говорю или нет? Или какая-то деятельность, да, ушла из его жизни навсегда. Но театральная как? Не потому, что там актриса, а потому что она по жизни вот как будто бы вот обманывала больше эта женщина. Больше как играла, а не жила. А он хочет вот с ладошками открытыми. Нравитесь вы этому человеку. Нравитесь. Но он пока что вот, как будто что-то его реально держит. Прошлое, настоящее, но у него забор. Но он на грани выбора. Оно еще. Кстати, когда он думает о вас, когда он видит вас, он думает, что вы закрыты от него, что вы не в восторге от него, что он не такой, как хотелось бы вам, он не такой, как нужен вам. Он сомневается, у него есть комплексы. Уж извините, но у него есть комплексы. Да, может быть, и у вас кое-что такое есть, но у него как замочек. Он хочет быть с вами, поговорить хотя бы. Потом уже дальше пойти. Но он чувствует, что вот он себе нарисовал, что дверь закрытая, и он к вам пройти не сможет. Вы очень, как сказать, вы очень подходите друг к другу на внутреннем энергетическом потоке.
а снаружи вы друг друга не узнаете. Вы ошибаетесь. Вы к нему, он к вам. Но между вами как стеклянная стена. Вроде бы вижу, а подойти не могу. Это 5 пентаклей, это дверь, которая открыта, и ключ рядом. Но вы почему-то ждете, что кто-то с ноги ее откроет, и все будет. Здесь скоро ждите встречи, но мужчина, ты будешь проявляться? Он очень хочет попробовать, но это проявление будет больше как нечаянное и сомнительное, с сомнением. Но сомнительное не в плохую сторону, просто неуверенность в нем будет. Вы ее не... закройте на это глаза. Ее не афишируйте. Наоборот, поднимите его самооценку, и у вас будут очень сильные отношения. Очень сильные. Если он засомневается, вы опять на время разойдетесь. Если он засомневается не в вас, а даже в себе. Но и в вас тоже, но не такая, как вы есть, а опять по вот этому сценарию прошлого. По сценарию прошлого. Есть двойственность у него. И он может взять свой верх. Но по 7 мечей может и обмануться. Это 7 мечей, это обман. Он может и обмануться. Как бы по судьбе вы должны быть вместе. Да. Вот дорога, как паж жезлов, это как новые какие-то, новый виток, да, отношений, когда маленький огонек начинает расти, и опять же скажу, в лучшую сторону, не когда что-то там зажигает, а когда наоборот теплее становится, лучше. И любовь. Да, у вас могут быть хорошие отношения, но здесь нужно... скажу так, давайте просто как быт, да, вот как обычные. Просто какие-то разговоры и несколько. С одного начать, потом опять что-то, какую-то тему зацепить, потом еще какую-то тему зацепить. И после какого-то там 3-5 раза вы точно поймете, открывается ли он к вам, потому что он хочет быть с вами. Вы ему нравитесь реально. Но что-то, я говорю, его держит как забор. И то, что я увидела, это либо, вот говорю, это женщина, может быть, она и где-то есть, рядышком прямо, да, которая держит и держит там какими-то своими, кстати, если рядом, чем? Какими-то вот денежными вопросами, ты должен мне, может, мама его, да, может, еще кто-то там, взрослые дети не хотят. Дочка, допустим, не хочет, чтобы папа был с кем-то, да. Такое тоже бывает в жизни. Я здесь как бы общее говорю немножко, не для всех это подойдет. Но 3 пентаклей, да, может говорить, что или дети, или другая женщина, или мама, но по поводу не любви между мужчиной и женщиной, а именно вот потому что ты мне должен. Я твоя мама, ты должен вот мне. Да, так бывает, что вот и мама тоже держит сына рядышком на ниточках. Вот. И поэтому страдает его личная жизнь. Но он смотрит на вас. Он смотрит на вас. Нравитесь, серьезно нравитесь. Такое. Давайте дальше посмотрим, что еще карты скажут. Может, что-то подскажут. А давайте... спрошу, хотела еще вот эту колоду попробовать, как они ответят. Это двухсторонняя. Поэтому вот так вот еще, да. Такой вопрос. Опять же, да, нравитесь ли вы человеку, который нравится вам? О, Иерофант с открытыми руками. Да нравитесь вы. Подвешенная ситуация, она хочет вот просто, она как перевернутая, что надоело быть в одиночестве, в подвешенной какой-то ситуации. Хочется уже вот так вот подняться и радоваться, потому что и мысли уже нужные, и понимание нужное, да, и время пришло, да, даже эта колода говорит, да.
И здесь маг, и маг не перевернутый. Это значит, все в ваших руках. Почему, карты, вы говорите, все в ваших руках? Вы тоже не перевернутая. Восьмерка пентаклей. Вы сейчас. Император не перевернутый. Восьмерка пентаклей — это работа мужчины. Ему надо убежать не к вам, а убежать от того, что его грузит. Как только он перепрыгнет этот забор, о котором я говорила, видите, он как ломается, этот забор, он наконец-то вырывается из каких-то тисков. И он приходит в вашу жизнь. Он приходит в вашу жизнь. И в этих картах тоже. И Иерофант, это сама судьба, подскажет вам момент, подскажет вам ситуацию, и этот расклад вам подсказывает. Я говорю, по магу, и тем более как неперевернутому, если вам действительно нравится этот человек, попробуйте зацеплять какую-то тему. По поводу кофе, по поводу погоды, потом еще дальше что-то пойдет. Легкое, какое-то оптимистическое, хоть на 2 минутки. Но 1, 2, 3 раз, и потом вы сами увидите в его глазах желание, и может даже и страх будет еще, но он постарается все-таки поменять свое мышление, мнение. Он сильный человек, кстати, но, видимо, больно ему делалось тоже, как и женщинам, да? Видимо, вот как-то так было. И знаете что, здесь... чувствую, что вы действительно на ментальном уровне, на какой-то духовном уровне вы друг другу подходите. Когда вы будете ближе, вы поймете, надо ли дальше идти с этим человеком. Может быть, просто в друзьях останетесь, и кто-то новый появится, еще лучше. А может быть, это именно он будет, которого откроете наконец-то, да? Вот как-то так. Вот здесь карты четко вот так говорят. Да, может быть, как карты, отвечайте. Если все-таки он как друг останется, то что дальше? Тогда вы точно выйдете из пустоты и непонимания. Если это не он вам по судьбе, но вы пробьете дорогу к нему какими-то временными встречаниями, разговорами, да, и он тут же подтянется сам. Но вы тогда пустоту из себя убираете и какую-то какая-то как пепел энергия. Как будто кто-то вас посыпал этим пеплом, как будто бы кто-то напустил на вас туман, чтобы вас не видели мужчины. Хотя они смотрят, а потом забывают, смотрят, а потом отстраняются, смотрят и пугаются, а вдруг она плохая, а вдруг она там не любит меня, а я вот такой плохой весь. Да, вот такие мысли у них есть. Серьезно. И вы после этого вы открываетесь. Потом еще ему завидовать будут. Как это ты с ним? Вот в таких отношениях сейчас. А как же... Вот кто-то ему скажет, а как же я хотел. А если он в друзьях останется, это тоже хороший друг будет, знакомый. И у него дело пойдет в жизни и у вас. Вы найдете свое счастье. И если есть у вас человек, о котором вы сейчас спросили, не уходите в тень. Вы как раз себя как пепел сбрасываете. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я буду смотреть в раскладах по поводу магии. Да, как-то сделаю расклад. Не было ли на вас, на ваших именно отношениях магии? И еще что-нибудь там тоже позадаю вопросы или другие темы тоже возьму. Так что да, оставайтесь на ютубе у меня, я здесь энергию сильную выкладываю. А чтобы много и исправлялось, потому что и все. 5 жезлов, это как надоело, усталость есть. Есть.
Ему сны плохие снятся, и кто-то все-таки давит на мужчину. Ему надо отдохнуть, он с вами отдохнет, и откроются глаза у него. Вы увидите в нем совершенно другого человека. Хорошего или плохого? Пятерка мечей. Сейчас. Отшельник, не перевернутый тоже. Защитника. Защитника и человека, который будет освещать вам ваш путь. Вы уходите от того, где приходилось просто самой в этой жизни быть. Вот самой, ну нет того человека, да, скажете вы. Вот эта карта так и говорит. Но вы уходите из вот этой вот одинокой зоны. И вот человек, который тоже одинок, он как свет включает в вашу жизнь. И он как рыцарь, он как защитник идет в вашу жизнь. Очень хороший человек, действительно. Ему просто нужно выспаться. Так. Сомнения уходят, убегают. В дом идет счастье и благополучие с этим человеком. Ваш дом и ваше счастье. Если как друг. Дьявол. По этой карте 100%. Вы его спасаете, и он будет вот именно хорошим другом. Но после него вы встретите сразу же человека для вашей судьбы. Если не как друг, а именно ваша судьба, значит он ваша судьба. Здесь есть двойственно. Может быть, потому что расклад общий, может быть, потому что карты хотят все-таки вам еще и сделать какой-то, знаете, ну не знаю, что-то вроде жрицы, да, где сам человек должен догадаться. Не все карты должны говорить, поэтому есть вариант выбора. Но вы его поймете, и вы это примете, и в любом случае для вас это будет подарок судьбы. И от дьявола вы вместе с этим человеком вы выходите, и его оттуда выводите. Про магию посмотрим. Отношения хорошие, разговоры хорошие с этим человеком будут у вас. Король жезлов, не перевернутый. Такой вот, да, интересный. Кстати, вы в нем откроете намного больше, чем даже думаете. Он, небеса, ангелы, он чистых мыслей, и он зажигалка, он зажигает людей в нужном направлении и зажигается сам. Кстати, вы тоже зажигалочка. Вот и сойдетесь. Скоро-скоро. Есть такое, есть. Чувствуется на раскладе, реально чувствуется, как две силы, да, два вот энергетических шарика такого, да, соединяются. Ну, вижу такое. Так, шестерка пентаклей. Кстати, она перевернутая, а шестерка пентаклей — это когда ты даешь, ты берешь. Здесь, пожалуйста, в ближайшее время никому про него больше не говорите. Ну, например, кому-то вот мне тот нравится, он так посмотрел на меня, или что-то типа этого. Никому в ближайшее время, хотя бы вот шестерочка, пусть будет 6 дней, да, никому про него, про свои ощущения не говорите. Делайте так, как вы хотите, как вы себе планируете, как вы себе придумаете, заново, может быть, что-нибудь, новенькое что-нибудь, но никому не говорите, потому что можете опять в пепел попасть. Я не знаю, почему мне идет пепел. Во что? Пеплом обсыпали, что ли? Может, кто-то из костра что-то сжег и в ваш дом принес кусочек какой-то, не знаю, такое. Может, и было что-то вроде этого, как магия. Может, просто кто-то там стряхнул и на вас попало, даже не думали, что на вас попадет. Например, есть такие люди, кстати, которые просто на перекрестках с окна стряхивают, чтобы из ихнего дома ушло плохое, но
нечаянно вы оказались в этом месте. Они даже не знали, на кого это все. Просто из своего дома выкидывают. Есть такое, к сожалению, есть. Потому что есть люди, которые это выкидывают и не говорят напоследок в никуда. Если вы будете что-то делать такое, из окна выливать, выкидывать, всегда запомните, всегда в конце говорите, ну, сначала то, что хотите, чтобы ушло из вашего дома плохое, да, и в конце говорите, пусть уходит в никуда. В никуда это значит не на людей, не вернется к вам, не знаю, сама Вселенная распорядится, в какую яму это отнести и выкинуть. В никуда. Все, оно как будто пропадает. Вот это самое главное во всех словах, которые ты выкидываешь от себя. Ну вот на вас могло такое, да, попасть. Ну, кстати, если вы... Но это я скажу то, что вижу, а вам решать. Это точно не по раскладу. Если вы курите, начинайте поменьше это делать. Серьезно, я очень сильно это вижу в раскладе, но это не обязательно, что вот сразу вы услышали, делаете. Нет, это вам решать. Вам решать ваша жизнь, но расклад это притянул. Я увидела этот пепел, и у меня пошли картинки опять как пазл. И вот это вот есть такое послание. Если курите, начинайте это делать меньше. Ну вот такое. Там смотрите, говорю, сами. Там смотрите сами. Что-то еще. Что-то еще. А ну дайте-ка я вот этот еще колоду возьму. Вот опять туз жезлов, это опять туз огня, но после пажа. Это то, что в ваших руках как блокировка огня, но и в то же время получение роста хорошего. Но надо что-то сделать, что? Силу. Вот буду делать расклад, обязательно. Вот, надо силу вернуть в свою жизнь, в свой дом и выйти из одиночества и нищеты. Буду делать такой расклад. Силу потеряли и, может быть, успех, удачу, что-то такое было. Надо это вернуть. В руках на жезл. Надо это вернуть. И будете в защите мира, гармонии. Кстати, вы живете там, где есть сила мира. Значит, мир в вашей жизни уже скоро наступит. Или уже наступил, и вы в нем как под защитой. Это я к тому, что в вашем доме может быть ссоры, на работе что-то не так. Хочется уже убежать куда-то от людей, которые зло какое-то говорят и совсем не так. Нет, вы под защитой вот этого ореола, и все хорошо должно быть, обязательно. Вот все хорошо, я чувствую это. В свое время, да. Но оно придет, это время обязательно придет. И я не вижу, что это не скоро будет. Я думаю, вот и по башне. Потому что этих разрушений уже хватит на вашу голову. И отношения, да, и, может быть, деньги, и, может быть, даже какие-то проблемы, переживания, стрессы по поводу детей. Вот оно уже наконец-то вот в ореол собирается как под защитой, начинает выстраиваться новый момент, новый день, новая жизнь в вашей жизни. Вот так. О, это другой расклад уже. Это я просто говорю, пепел почему-то идет. И вот и по башне тоже. И по башне, да, вот как пепел. Вот что-то есть. Может, картошечку пожарить на костре. Может, действительно по поводу сигарет или что-то типа этого. Может быть, плохо вижу, но что-то есть. Может быть, знаете что? Возьмите просто бумажку и сожгите ее.
Если хотите плохое что-то, напишите туда, что вы хотите, чтобы уже действительно ушло. Но не выкидывайте в обратку, на улицу там куда-то, да. И даже если в никуда будете говорить, не в этот раз. Выкиньте в проточную воду, в раковину, в унитаз, да, в проточную воду смойте. Как будто бы вы себя обмываете, отмываете, смываете, что-то вот уходит. Обмываете, я имела в виду, вот как будто бы по кругу. И смываете. Вот так сделайте. Даже если напишите, хочу, чтобы магия ушла, даже чужая. Все, сожгите в тарелочке и смывайте. Нет, тарелочку выбрасывать не надо, помыть, все нормально. Это чисто такая маленькая, но крепкая очистительная энергия придет к вам. Все, все. Давайте про мужчину вернемся. Но раз я это увидела, я сказала. Вот. Так что нравитесь вы тому человеку. Хотя тут еще раскладку до ого-го завел, да? Давайте еще немножко тут про мужчину. Вот он думает, глаза хочет открыть. Наблюдает за вами. Давно, кстати. Кстати, давно. Потихоньку идет к дьяволу, да? Потихоньку идет к пониманию. Звездочка. Ждите его. Ждите. У вас действительно будут отношения, будут разговоры, вы куда-то съездите, куда-то сходите, вы какую-то тему обсудите. У каждого свое, но он хороший человек. Своеобразный. Но он вам нравится. Вы как будто бы его как звездочку держите. Но мечты ваши приобретут реальный характер, когда вы действительно его за руку возьмете. У вас либо мечты отодвинуться от него и скажете, нет, пусть как друг будет. Еще раз повторяю здесь. Либо действительно, да, это мой человек. Вы как будто действительно должны его за руку взять. И звездочка откроет свое. Не просто мечты будут такие какие-то на горизонте, а уже понимание придет. Ну все. На сегодня все. Вот такой расклад. Так. Напоследок что? Вот он, забор опять. Скоро этот забор откроется. Ну, свое получите вы, то, что вам причитается в этой жизни. Свое вы получите. То, что вам хочется, то, что вам нравится. Вот мужчина. Мужчина тоже. Нормальный расклад. Четко. Действительно четко. Работы у него много. Скучает. А с вами скучать не получится. Он еще даже больше будет хотеть работать, чтобы вас радовать чем-то. У него сердце запоет, и у вас тоже. Все. Все, точно все. Вот только надо, чтобы женщина какая-то ушла из его жизни, либо из его мыслей. И вы, как проводник для него будете. Это женщина, не вы. Вот это вот на дне колоды. Это женщина, которая тянет с него. Это чувствуется по этой энергии именно. Давайте тогда еще одну карту. Вот. Вы выталкиваете из него клетку или его из клетки своих пониманий. Все, я уже по кругу начала говорить, то, что карты говорят. Потому что карты говорят, все, серьезно. И здесь тоже напоследок что? Дороги открыты, вперед. Вперед. Встреча будет интересная, но неожиданная. У каждого из вас будут свои ключи.
Это десятка пентаклей. Не отступайте, не уходите в тень, иначе разрушите возможность. Показывайте себя, показывайте, общайтесь. Десятка пентаклей очень сильная карта, но перевернутая. У вас в руках ключи есть, но это перевернутая позиция, поэтому может быть так, что у вас вообще супер будет, но не отходите от этого. Если вы хотите, будьте рядышком, мелькайте перед глазами, что-то спрашиваете, как погода, сколько время, ну вот как-то побольше. Все, на сегодня точно все. Карты так решили, так сказали, но если это во благо, то пусть будет во благо, да? Все, до следующего видео. Следующее видео, я думаю, сделать по поводу души, которая на небесах. И оставайтесь со мной вечером, скорее всего, я его выпущу. Но как получится. Вести от мужа с того света. У кого вот это точно болит, приходите. По запросам, по вопросам, да, я сделаю такой расклад. Все, на сегодня все. Счастья вам огромадное, преогромадное. Пусть все реально будет во благо и стремится в вашу жизнь, прорубая двери, да, на счастье. Все. Всего хорошего, увидимся, услышимся. Все.